почему-то очень темная. На той же лозе, но намного темнее, мельче, хотя это один и тот же куст. Это Всем Аркадия. понятно, да, это Аркадия. Как всегда, смотрите, нагрузочка просто нагрузку супер. Он тащит, даже пересадку трехлетнего куста он спокойно перенес. И в прошлом году было такое сразу же после пересадки, и в этом году он загрузился неплохо. Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личины. Друзья, нахожусь я в Минской области, Дзержинский район, деревня Дягильна. Пригласил к себе уже как бы знакомый, очень хороший человек. Был у меня в гостях Евгений Леонович, просто Женя. Вот мы приехали к нему дома, заинтересовало то, что у него уже есть большие теплицы, они функционируют. И вот видите, из-за забора я им показываю, видно. Хочу посмотреть, как устроено, как виноградник устроен у него в теплице. Сейчас будем знакомиться с хозяином. Итак, друзья, знакомимся. Евгений. Здравствуйте, подписчики канала Юрия Стражева. Я проживаю в деревне Дягильна, Дзержинского района. Занялся года 4 назад виноградом. За 4 года построил несколько теплиц. У меня в основном виноград в теплице. На теперешний момент около 60 сортов винограда. Вот, уже такие более-менее урожаи начинаются. Могу показать, какие. Давай, Женя, посмотрим. Покажешь, что у тебя растет на данный момент. И по ходу давай нам расскажешь про теплицу. Сейчас мы стоим ко входу. Да, пойдем, друзья, ко входу. Вот такой у него сад красивый, яблоневый. Вот, друзья, это, наверное, первая тепличка, которую Женя построил. Женя, расскажи ее размеры, какие. Тепличка 6 на 15. 3 года назад я начал ее строить. И в середине лета высаживал виноград, саженцы, которые покупал у Юрия. И вот первый год в середине лета посадил. Слабое было, еще к осени только накрылся, поэтому пришлось на обратный рост. И получается, за прошлый год выгонял лозу. И в этом году первый урожай был, но такой ошутимый. То есть лоза хорошо вызрела. Получается, поэтому трехлетние кусты, да? Да, трехлетние кусты. Друзья, но первый год был на обратный рост, поэтому фактически 2 года хорошо. Но теплица, конечно, дает вызревание намного лучше и быстрее. Теплица больше. По высоте в коньке сколько? 3 метра получается высота. Все проволоки я до 2 метров натягивал, чтобы было удобнее работать. Друзья, проволока, видите, стальная идет. Нет, да? оцинковка, двоечка, мягкая, жесткая. Обычная вязальная проволока в любом хозяйственном магазине. Не растягивается, мягкая, друзья, у меня мягенькая. Талрепы, с той стороны я талрепы везде поставил и подтягиваю. В теплице хорошо, что в этой теплице у меня до самого снега листья зеленые остаются. И она подогревается или за счет чего тепло? Я думаю, что за счет того, что грядки подняты, повышенные грядки, да, друзья, смотрите, шифером, поднятые грядки шифером огорожены. Вот за счет этого тепло, наверное, держится. Фундамент вижу залитый, да? Фундамент залитый. Под теплицу. Стенки, металл из чего сделаны? Двоечка, обычная труба. Труба профильная, 20 на 20, и вижу согнута 20 на 40, наверное. 20 на 40, 0,8 верхняя согнута. Первая была плоская крыша, вот эта труба с дырочками, и было накрыто карбонатом. За один сезон карбонат на плоской крыше весь поразрывало. Вот и так. Пришлось в этом году по весне перекрывал, потому что арочная система все-таки более жесткая и не рвет, потому что плоская крыша ветром разрывая, что не делал, поразрывала карбонат и все. А пленка — это пленка. Пленка и града не боится. Вот у нас в этом году по весне очень 2 серьезных града прошло.
которые там... В этом карбонат сезоне весь был град, да, у тебя? Весной карбонат весь вообще в решето. Видите, Я потом друзья, покажу какой там фотографии, сейчас какой какие... да, поликарбонат, Да, довольно карбон- слабенький и не выдерживает даже Да. град. После Хорошо. сезона уже пересыхает и уже начинает хрупкий быть. Хорошо, Женя. Еще раз о теплице. Теплица металлическая, стоит на фундаменте. Торцы, друзья, с поликарбоната. Крыша идет арочная, накрыта многолетней пленкой. Южанка люкс, пленка. Бока лучше всего карбонатом, потому что проще зашить, не надо куча этих... Жестче и да, для дверок, для вентиляции все Здесь жестче. вот у меня и дополнительная вентиляция. Вот сделана такая вентиляция стоит. простая. Еще там две, получается, юрки. Удобно при жаре, получается, сверху тепло уходит сразу. Я вот у себя тоже буду делать. Большой теплицы у меня нету. Но надо обязательно делать тоже вот такое проветривание. Ну вот Не дошли большой руки, теплице это покажу, делать. Там еще Ну. удобно. Хорошо, пошли Ну, смотреть винограда твою уже красоту. мало. Да, Ну, все, что осталось, то и посмотрим. это Подходим к первому кустику. Что здесь, Женя, у тебя растет? Это Анюта сорт, второй год кустику. Ставил сигнальную гроздочку, чтобы попробовать на одном рукаве, которое буду вырезать. Крупноплодная ягодка, красивая. Крупная, Как тебе да. по вкусу, нравится? По вкусу очень неплохая. Ну, еще не доспела, еще надо дозреть. Дать немножко, Еще, да. Наши погодные условия не позволяют. Здесь на этом кусту сразу вырастил 4 рукава, усиленное плодовое звено буду на 2 стороны пускать. Вот. Друзья, смотрите, обратите внимание, что у Евгения в теплице шпалера на одну плоскость, это по краю теплицы, а по центру шпалера в 2 плоскости. Вот. Между шпалерами какое 2,40. расстояние? 2,40. Между кустами 2 метра. 2 метра. Вот. По центру еще вижу здесь и клубничка, Да, есть и зелень. цибулька, зелень, то есть все, что необходимо для... Но при обработке я с подбондом накрываю, чтобы эту грядку я накрываю с подбондом при обработке винограда, чтобы не попадала химия, потому Ну, что правильно, зачем зелень, химичить, что потом самому винограду кушать? надо. Вкусненькие, молоденькие, друзья, поэтому нагрузочка, сами видите, сигнальная гроздочка. Дальше у нас, по ходу, это Юпитер. Да, это Юпитер. Ну, здесь было побольше гроздей, это уже просто скушали. осталось. Осталось чуть-чуть, потому что ягода уже недели 3 назад поспела и Юпитер всем размели. нравится, Юпитер вкусный, Юпитер ранний, почему бы и не держать? Супруга даже брала ягоды, которые снизу подсыхают, сушила и На изюм. сладкие становятся изюм. То Изюм, есть сразу кисло. изюм из него хороший, да. Да. Так, Здесь сфинкс тоже последняя гроздочка, было порядка 10 гроздей. как тебе на вкус? Очень вкусный. Мне тоже нравится. Даже не Вкусняшка. успел до конца дозреть, весь размели. Вот пускай эта гроздочка повисит, пускай повисит, она будет еще слаще. Сахара 22, я вот смотрел О. неделю назад, сахара 22. Это круто. И даже еще зелененькая ножка еще может повисеть. Вот. Здесь арочный, но арочный Красавец, друзья, арочный. Смотрите, какие грозди. еще Сантиметров 40. не доспел, но уже косточки местами попадаются такие темные. То есть сверху где-то, но еще, я думаю, недельку повисит. Тоже вкусный, сладкий. И это 3-летний кустик. 3-й год. Вот такая нагрузка. И первое плодоношение. Ну, это Но я круто, посмотрел, круто. лоза хорошо пошла, поэтому смело оставил грозди. Все правильно, чтобы Вот. не жировала Чтобы лоза. не перегрузить, конечно. Так, что там дальше? Здесь бажена. Тоже бажена не ожидал. Осталась одна гроздь. Были грозди по 2,5 килограмма, по 3. Ого. Тоже первое плодоношение. Порядка было 8 гроздей. По одной грозди я на лозу оставлял. Но ягода огромная, приличная. Бажена сахар, сладкая. крупноплодно считается сорт, и поэтому она И выдает очень вкусный, крупный. приятный, легкий, нежный аромат у него такой хороший. Вкусняшка, да. Да, размели тоже. Все знакомые, всем хотелось Дай бажену. нам крупную ягоду, да? Да, очень крупная и сладкая. Здесь дюжина еще пока не готова. Ну, уже Но она чуть-чуть попозже будет, да? более поздняя. Но тоже сигнальные гродочки, смотрите, друзья. Дюжина. Ну, потихоньку щипаем,
процессе обработки тоже где-то что-то посынкую, раз ягодку, одну, другую. Обрабатывал тиавитом в стадии гороха, после больше не обрабатывал. То есть вполне нормально удержался без инфекции. Ну, это хорошо, меньше химии. Да. Здоровее То есть, будем, да. И ягода приятнее. Ну, микроэлементами добавлял, пырскал, немножко подкармливал. Вижу, кристаллоном. капелька лежит, полив, да, Капельный происходит. полив. Как часто в теплице поливал? Когда наливалась ягода, раз в 3 дня где-то литров по 20-30 на куст выливал. У меня там емкость кубовик. Кубовик, да. И вначале. даже не надо высоты поднимать, достаточно на низу подключаю и вполне Самотеком нормально. идет. Самотеком идет. Самотеком Капельная. идет. Через 10 сантиметров эмиттеры по 1,6 литра в час каждый эмиттер. То есть 16 литров на метре квадратном за час выдает воды. То есть вполне нормально. Вот сезон отлежало без проблем. Отлично, Вот, хорошо. хорошая Идем штука. дальше. Скосная шпалера здесь у меня. И это Викинг, кусту 4-й год. В прошлом году пересаживал с другой теплицы в эту большую теплицу. И очень тяжело перенес пересадку, слабовато загрузился. Лоза не вытягивает немножко. Может, немножко перегружено. Перегруженная. Корневая, видно, слабо. Я так думаю, что где-то личинки майского жука немножко подъедают. Женя, скажи, вижу тоже трубки. Пользуйся этими трубками. Трубки при поливе. сразу ставил, это дренажные трубки, заливал, потом отказался, через верх поливаю, Через потому капельку. что капелька для того, чтобы теплица раньше просыпается, нагревается солнцем, и где-то уже в конце марта начинают почки просыпаться. И чтобы корневая система была более развитая вверху, я решил пользоваться капелькой, потому что корневая глубоко. Там когда- еще холодно. Там еще холодно. Почка просыпается, корни Да, спят. И может погибнуть. Поэтому я перешел полностью на верхний полив. На улице, да, согласен, нужен полив поглубже. А в теплице я считаю, что лучше, чтобы был капельный полив. Хорошо, чтобы верхние спасибо за корни твою мысль, за твое наблюдение. Так, Здесь дальше, друзья, это всем Аркадия. понятно, да, это Аркадия. Как всегда, тоже- смотрите, нагрузочка просто Да, нагрузку супер. он тащит, даже пересадку 3-летнего куста он спокойно перенес. И в прошлом году было такое сразу же после пересадки. И в этом году он загрузился неплохо. Отлично. И, Как на вкус нравится? На вкус приятная, но такая, без всяких сильных ароматов. То есть такая средняя по вкусу. У людей, когда немножко даже больше повисит, или может от места условий, от погоды, есть даже мускат. Вот у меня муската может тоже быть. еще не было ни Еще разу. не знаю. Но Ну, вкус очень вкусный, уже- очень простой, вкусная, Да, да, сладкая ягода. И очень рано уходит уходит кислота и становится сладким. Даже еще далеко до спелости, а уже сладкий. Вот такая нагрузочка. Это у меня здесь кишмиш лучистый. Тоже первое плодоношение. Лоза хорошо пошла, поэтому оставил даже по 2 гроздочки. И доволен, что Тоже оставил. трехлетка, да? Тоже 3-летка. Ну, нагрузку тянет хорошо. Лоза даже... Глаза требуют нагрузки, друзья, потому что, смотрите, даже вот поджировывает Да, немножко. даже при 2 гроздях. При 2 гвоздях, да. Поэтому не зря нагрузил, не зря. Вот, сигнальные гроздочки. Не назовешь сигнальным, тут уже хорошее полноценное плодоношение. Так, дальше у нас Дальше цитронный цитронный магарачи, уже магарачи. вижу, да. Друзья, смотрите, обратите внимание, ягодка, вот попробовали, Женя. Здесь- Еще чуть-чуть не хватает ей, но лоза уже вызрела Да. Здесь было до по- самых кончиков. по 3 грозди, оставил по 2, потому что тоже первое плодоношение, но лоза хорошо пошла, поэтому контролировал, думаю, если чуть что, пообрезаю еще по одной. Ну, посмотрел, что идет нормально. Тянет. Я тоже вытягивает, я не нормирую его. 2-3 грозди с куста тянет отлично. Дальше, друзья, Женя немножко сказал мне, что пересорт. Не знаю, что Да. за сорт. Посмотрите, ягода если с что, косточкой. напишите в комментариях. Ягода с косточкой. Мускат есть, нету? Муската нету, но уже поспела и начинает Вот мягкая такой листик. становиться. Вот Другие такой лист. сорта нормально, а вот этот начинает мягким становиться, как будто вянет весь. Как завяливается. Да, уже? и такое чувство, что стало кислее. То есть сразу был более сладкий, а вот повисел и начинается немножко... Может, кто знает,
напишите, пожалуйста, в комментариях. Женю скажем, подскажем, потому что покупал, говорил, даже на беккере. Может быть, пересортится. Так, и еще одна гроздь. Вот такая ягода. Тоже он сомневается. Но я больше склонен к ливии, но вкус немножко отличается, чем у меня. Ну, возможно, быть и ливия. Есть в отдельных ягодках мускат. Лист, друзья, вот такой. Тоже, если кто знает, подскажите. Я думаю, что это ливия, но могу ошибаться. И грозди вот одна, гроздь почему-то очень темная. На той же лозе, но намного темнее, мельче, хотя это один и тот же куст. Это уже связано, скорее всего, с солнцем. Там, может, больше солнца попадало или наоборот. возможно. Стало темнее гроздь и светлее гроздь. Так, сейчас мы находимся возле куста Аладдин. Уже больше половины урожая снято, потому что ягода очень вкусная, не успевала созревать, но уже сладенькая, ароматная, приятная по вкусу. У меня даже был кустик, это трехлетка, и на улице трехлетка. В этом году пересадил, и ягода поспела одинаково, что в теплице, что на улице. Вкусный Аладдин нравится? Вкусный Аладдин, хрустящий, я тоже от него, аромат приятный. как говорят, балдею от вкуса, Да, от да. всего. Здесь куст красотка. Друзья, уже съел, Уже и ягоды Женя все меня не закончились. дождался, с Еще неделю семьей все назад скушали. начал трещать, и поэтому пришлось Трещат, снимать. Да, трещит красотка, да? боится. Ну, Здесь получается с краю теплицы, и когда дождь идет, воды лишнее может хапануть. но поэтому- наоборот, надо, сколько моих друзей говорят, что красотку нужно, наоборот, заболачивать, чтобы было болото, чтобы Постоянно. влаги было больше, да. Как Ну, вот начала я этого цвести, не знаю. вот перецвела, и чтобы она во влажной среде все время была, тогда она особо трещать не будет. Ну а я раз в 3 дня поливал по 30 где-то примерно литров. А когда начала вызревать, вообще перестал поливать. И только что на улице она хватанула, и все, и вот получилось. Ну, с Начала красоткой трещать. нужно подобрать ключики, и она тоже будет хорошо Ну да, ягода плодоносить, вкусная, ягода интересная, вкусная, все. хрустящая. Друзья, тоже не могу приятно. пройти мимо, у него даже экзотика. Кактусы съедобные растут. Выращивают какие-то там ягодки, и они их кушают. Не знаю, что это такое. Купили но на смотрите. Евроопте ягоды. В них были косточки. Взяли эти косточки, посадили, они проросли и выросли кактусы. Интересно. Вот. Идем дальше. Видите, тут Здесь тоже куст 342 342. кишмиш. Тоже один из съели. первых поспел. У И меня на сразу улице его съели. только еще вот уже срезаю. Здесь велес тоже Велес уже съели. был съели и На оставил пасынки вижу. Вот пасынковые покажу грозди пасынковые сверху. грозди. Вон такие Вот уже сейчас покрупнее. тоже покажу вверх. Еще, если сильно морозы не дадут. До 1 декабря у меня... У нас сегодня, друзья, кстати, 2 сентября. Да. Вот. Похолодало по Беларуси в целом, но если вот морозы не ударят, то будет еще сигнальные, не сигнальные, а пасынковый урожай, пасынковые На гроздочки. случай мороза я подтоплю печкой бубафоний, поэтому будет нормально. Женя всё. пользуется печкой бабафоня. Вот, обыкновенно Труба снята, простое просто на устройство, лето да. трубу убираю, чтобы не мешало. Можно найти, друзья, в интернете, ничего сложного нету. Этой 200-литровой бочки закладки на сутки хватает. При минус 6 держать 17 в теплице очень даже достаточно. Друзья, еще одна тепличка стандартная, получается 3 по ширине, 2 по высоте и длина 6 метров с поликарбоната, но Женя уже тоже пленку накрыл сверху, поменял. Поменял. Он умудрился сюда загнать 2 куста винограда вместе с перцами. Нас перцы не интересуют, нас интересует виноград. Ну, перцы нормально соседствуют с виноградом. У меня тоже растут и хватает. тоже не жалуются виноград, что перцы соседствуют. Так, Здесь у меня талисман. смотрите, Это уже какая третье нагрузка. плодоношение. По 1,5-2 килограмма грозди. Талисман дает такие большие гроздочки. Но в прошлом году урожайность. ягода была покрупнее, в этом году слабовато. Похоже, опылилась. опылился, да? Хуже опылился, потому что форточки только были открыты, дверки не открывал, поэтому и кадрянка тоже. Следующий Дальше, кустик. друзья, кадряночка. Кадряночка, вижу, немножко горошит. Тоже из-за вот этого Но опыления нагрузка- прошлые годы. Нагрузка просто шикарная. Просто, смотрите, даже если горошек, конечно, будет без косточки. Да. Это будет настоящий киш-мыш.
кишмиш, кадрянка, потому что мелковатая. Ягодка не опылилась. С горошком. Вот такая нагрузочка, шикарная нагрузка для кадрянки. Еще не готова? Еще не готова. На 2 Ну, сентября, еще друзья, недельку. по этому году, да, немножко идет. Поздно она проснулась, я перекрывал ее, как раз еще было, если бы она у меня накрыта была сразу с весны, было бы, в прошлом году было недели на 2 раньше, вот, а в этом году отстает. И весна, правда, холодная была, и поздно я перекрывал ее, потому что весь карбонат побило градом, и я менял. Пришлось менять крышу, да? Да, менял крышу. Сейчас решил, что крыша только пленка. Пленка многолетняя, 5-летняя, чтобы нормально. И крепится на зигзаге очень быстро и хорошо. То есть минут за 15-20 теплицу можно накрыть. Интересно такой, обратите, друзья, внимание, рассадник у Евгения. Тут сейчас перцы нарастут, и вот так сделана откидная такая штука. Сейчас он нам покажет, как она закрывается. Вот, ничего сложного нету. Тепличка-буханка. Буханка называют ее. Тепличка-буханка. Мы подошли, чтобы показать, что делает град. Ну вот в этом году град. В Ну, это, прошлом наверное, году 3,5 миллиметра толщина. четверочка. Четверочка даже, да. Просто такой карбонат. И смотрел правильной стороной, чтобы накрывать. Ну, сейчас Буду пленкой довольно, накрывать. довольно некачественный поликарбонат. Я тоже от него отказался. Такая же самая была у меня штука после града. Здесь еще дополнительно небольшое Да. проветривание. чтобы сделать. Женя Самоделкин на все руки. Все, что здесь построено егоными руками. Все, эта тепличка 10 на 20. Это в этом году я ее построил. Сделал по совету Юрия Стражева боковое проветривание. Посмотрел, мне вот. самое лучшее, Понравилось? самая лучшая Красота. идея. Мне понравилась. Смотрите, с подъемом. друзья, крутится. И длина сколько? 20 метров. 20 метров. Смотрите, как легко закручивается. Обычно арматура, но можно трубу, можно квадрат, можно арматуру, на нее наматывается. Фиксировать тоже очень просто. Классно, классно. В Всё любую очень жару, просто, да. в этом году были под 30-ку жара, и перенесла теплица очень хорошо. Проветривание как боковое, так и есть торцевое. Вот такая система. Можно фиксировать в любом месте, просто дырочек насверлил. и Вот закрыть смотрите, или открыть, смотрите, то есть друзья, упирается, устройство да. вполне На простое. обыкновенной деревянной палке, можно сказать, Ну, брусочек. Материалы, тут же усилия нету большого, и все. Дверки метр на 1,70 м, ну по высоте сколько максимальное было, столько и сделал. Вполне достаточно для в любую жару сверху сбрасывать тепло. Классно, мне нравится эта твоя такая система. Ну, здесь объединил две, чтобы не по отдельности открывать. Две Да, форточки соединены. одним разом открывается половина торца. Ну что, показывай, у тебя тут вижу большие стоят 2 кубовые бочки, насос. Это для полива, получается, для капельного полива насос не включается. Просто капельный полив, там не под все еще культуры заведены, и бывает, что надо что-то оперативно, быстро пролить, тогда включаю насос, беру шланг 3/4 побольше и сделал лейку. Но еще, получается, насос себе стоит для того, чтобы закачать воду в бочке. Закачивается вода просто с водопровода. А идет подача еще раз сверху. тогда не понял, ты просто усиляешь, Усиляю чтобы быстрее пролить воду Да, быстрее через подать. насос. Когда полностью всю теплицу запущу капельный полив, самотеком очень долго будет поливаться. Поэтому будет подключаться через насос. Здесь на 40 литров в минуту насос, и на всю теплицу будет достаточно. Здесь стоит дополнительно редуктор на выходе 1,5 атмосферы ограничения, чтобы не порвать капельный полив. Здесь можно от 1 до 4 отрегулировать, и все. Ну, удобно получается, гораздо быстрее с насосом. Вот такая Единственный система. нюанс Да. в этом насосе, в этих системах, движки перегреваются, надо добавлять охлаждение, потому что
Через час уже добре горячий, может сгореть. Они рассчитаны так, на включился, выключился, а тут приходится час работать без перерыва, поэтому дополнительно кулер ставлю охлаждать. Все понятно. Посмотрите, друзья, как у Жени окультурено в теплице. Все сделано аккуратненько, по-хозяйски. Распределены высокие градки. У него еще целый ряд помидор, томатов растет. Вот, виноградник. Вся зелень, которая необходимая в хозяйстве покушать. Очень все красиво. Мне просто нравится. Просторная теплица. Ну, конечно, еще молоденькие саженцы. Это еще нет такого первогодки. затенения. Это первогодки. Первогодки у него вот растут. Какая высота здесь у тебя? Высота теплицы 4,5 метра. 4,5 метра. Как у меня. До шпалерной проволоки 2 метра, чтобы удобнее было обрабатывать и смотреть. То есть вот до верха, пасынки, до этой да. перекладины, смотрите, что трубы сделаны, уже сварены из оцинковки. Это уже немножко, она, конечно, дороговата, но зато не нуждается в покраске. Покраска тоже и деньги требует, и времени. Покрасить столько труб очень много. И зачистка, Здесь, и друзья, стоят фермы. Какое расстояние между фермами? Между фермами 2 метра, труба 60 на 40, 1,5 толщиной. Затяжки все эти 20 на 40, 0,8 толщина. Но за счет того, что есть укосины, есть центральные подпорки, достаточно вот этих затяжек и 0,8. Ну, вот. Ну, единственное, что сваривать трудновато. Трудновато, да. Свариваешь сам. Свариваю сам. Инвентарная сварка, да? Полуавтоматом. Полуавтоматом. Инвентором 0,8 не сваришь. Право, оцинковку. дырочки будут, да? Да, только полуавтоматом. Полуавтомат. И даже смесью аргона с кислотой лучше всего варить, потому что кислотой немножко потяжелее тонкий цинк варится. А что это у тебя за экзотика еще такая висит? Вот это Танюша, Что что, это за фасоль это? Это винга. Винга. Спаржевая. фасоль спаржевая винга. Я, если честно, первый раз такое вижу. Ну, ее хорошо тушить. Вот кто не вкусно. любит вкуса спаржи, вот очень хорошо. У нее нет. Здесь у меня мускат новошахтинский. Это куст в этом году пересаживал с другой теплицы. Тоже 3-й год вегетации. Вот, оставил Получается, по 2 сигналочки. гроздочки, Мускат хороший? Муската еще пока нет. Еще нет, еще значит не нету. дозрел. Поздновато пересаживал, поэтому он пока всё, проснулся. немножко затянулся. Да. Здесь Понятно. мираж уже тоже нету. Были немножко сигнальные грозди, уже снял. Здесь Атос. Атос очень понравился, но еще Вкусный атос, да. уже больше 22 брикс сахара. Но еще набирает еще зеленая ножка, еще только-только начинают темнеть Ну, косточки. сахар на поэтому- высоте. Да, сахар хороший, мне понравился. Здесь, я не знаю точно, атаман или Анатолий Великий. Пересортица небольшая, потом посмотрю, когда поспею. Понятно. Надпись частично стерлась. Здесь Талдун. Тоже было пару сигнальных гроздочек, уже нету. То, что пораньше... Созревает, тоже вскушал. Да, здесь Ну и правильно. лучезарный. Зачем для меня держать? Надо самому Ну, не скушать. уверен, что лучезарный что-то. Лучезарный, друзья, не уверен, говорит. Если у кого есть, подскажите. Это на Вот Беккере такой- тоже брали. Такой листик. Покупал Вообще частично на по- Беккере, говорит. половину. Но кто с всё Беккером связывался, знает, что там пересортица большая. Это Джованни. Джованни. Было кровь? Были гроздочки, но тоже уже съели. Вот. Ну, по чуть-чуть сигнальных было. Антошка. Было 3 грозди, еще одна осталась, тоже уже ягода Антошка спелая, мне нравится. вкусная, Вкусная, хрустящая. желтенькая. Да. Антошка. Все, друзья, здесь видите. Дубовский розовый. Все Ягод не было. Сигнальными Это гроздями. 2-й год кустику, но не выдал Дубовский сигналочек. розовый. Да. Молоденький кустик. Растет тоже. Жени. Белое пламя было. Белое пламя, пару кишмиш. гроздочек, но интересный тоже, сладенький такой. Сладкая, очень вкусная ягода. Кишмиш, белое пламя, Белое американец. пламя, да. Друзья, еще одна экзотика у Жени и Татьяны. Смотрите, называется артишок. И вот эти вот штуки, вот эти головешки можно кушать. Да. Вот И это что вот за вкус? И что Напоминает представляет? спаржу.
Спаржа. Спаржу, как спаржа. Это Она уже созрела или еще Да, нет? да, он уже это самое срывается, вот эти вот листья это верхние. тушите, это в Нет, сыром виде эти не верхние. едят. Нет, его это самое можно. Вот эти, они жесткие просто листья. Ага. Они все вот, когда шишка срывается, вот эти вот листья удаляются до мягкого. Ага. Все, потом она начинает, ну, ее можно отваривать, тушить. Это самое. Она чем-то, ну, спаржу, диабетическая. Для это для диабетиков. диабетиков, И вот, видите? диетическое блюдо, это хорошо. самое тоже. Ну, Вот, друзья, кто страдает вот кто диабетом, диабетом, скорцинелла. А вот еще что-то. Сейчас покажу еще одну экзотику. Я, если честно, такое первый раз вижу. Я человек древний, отсталый от всего этого. Так, вот, смотрите, какие красивые Это сосульки. винга, это винга. Не зима, Спаржевая смотрите, это спаржевая фасолька. Это не зима, нифига, это не сосульки, это растение. Это поцелуйчик. Обалдеть, обалдеть. Ой, экзотика. А ты вытяни скорцинеллу эту, покажи, что это. Интересно. Еще что-то у них, смотрите. Скорцинелла это черная морковь. О. Для диабетиков снижает Ну, очень уровень вкусная. сахара в крови, Она чем-то как Ого. гемоглобин. Это самое все. Ну, очень полезно это самое. Особенно Растение, вот да. в Китае ее очень это самое. Это вы оттуда съездили в Китай, привезли, да? Нет, Молодцы, молодцы. представляешь. Но здесь кушается все, что листья в салат, Все что съедобное, корни, это да? самое. Да, все съедобное это самое. Класс, Ну, класс. тоже надо смотреть. Одна экзотика. Тоже чем-то напоминает спаржу. Ну да, Ну, понятно. мне, по-моему, кокос по Да, ну вкусу. чем-то кокос, спаржа Кокосовый такой вот вкус. сильно это самое. Берите на заметку, друзья, кто страдает диабетом. И с черенка 2 выходит саженца, один высаживаю все в теплицу, но оставляю по одному сорту в теплице, потому что... Что ж, дублирующий оставляешь на всякий случай, Да, если да. не проживется или Конечно. нет. А- Что у тебя еще тут растет? Здесь растет у меня еще ландыш, продюсер, малиновый супер, мускат блау, релайнс. Ну, такие в основном. Все сорта пока не помню. Те, которые уже ягоды сигнальные есть, я уже знаю сорта. Остальные у меня подписаны так просто на бирочках или схемы Ну, дополнительно. да, смотрите, друзья, все отлично растет. У него теплица простая, светлая. Конечно, еще кустики молоденькие. Как будет потом? Как пойдет виноградник, эту экзотику будешь убирать или будешь оставлять? В основном уберется, что-то по мелочи останется. На средних рядах, которые здесь получается через 2,10, через 2,20 ряды, получается на 10 метров ширины 5 рядов винограда и 4 ряда зелени. Но зелени уменьшится количество, потому что, во-первых, это все накрывать надо, и останутся только то, что не любит сильно много света, потому что когда Ну, поднимется да, виноград, да, да. как по той Будет теплице, я уже потемнение, да. знаю, что очень сильно солнце забирает, и остается там очень ранняя клубника, что-нибудь такое, немножко зелени для себя, но надо все оборудовать душками, накрывать при обработках, чтобы зелень не попадала химия. Ясно, Евгений. Посмотрели твою теплицу. Я специально ехал ее посмотреть, потому что по твоих фотографиях она мне понравилась устройство, хотя я же по-своему делаю там по-другому. Ну, как получается тоже. Смотрите, еще раз, друзья, покажу, как красиво и ухоженно сделаны вот эти грядки. Возьмите на заметку, если кому это интересно, конечно. И вот начинающий виноградар Евгений 4 года уже занимается виноградарством. Что можно пожелать? Только успехов, только процветания, новых сортов, новых достижений, больших урожаев. Ну и, конечно же, здоровья. Здоровья ему и его семье. Спасибо, Женя, что пригласил к себе в гости посмотреть на твою красоту. Может, через лет так 4-5 приеду опять, когда у тебя уже здесь будет все в винограде. И тогда уже и ты не съешь его, дождешься меня, а то большинство съел, я даже не попробовал. И тогда уже продегустируем, посмотрим все те сорта, формы, которые у тебя растут. Буду рад вас опять увидеть на своем винограднике.